Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на моем канале юриста Валерия Табакова. И сегодня, насколько вы знаете, состоялось очередное судебное заседание. Сегодня 29 апреля 2025 года. Судебное заседание по рассмотрению дела об убийстве Ирины Фарион, обвиняемой в котором 18-летний Вячеслав Зинченко. Судебное заседание не состоялось, насколько кто в курсе дела. И что нужно сказать, в чем причина и какие обстоятельства вот этого несостоявшегося сегодня заседания. Причем сегодня, насколько вы, может быть, знаете, было бы день рождения Ирины Фарион, 29 апреля. Так вот, заседание не состоялось. Зинченко доставили к зданию суда. Его сопровождал не только патруль, но и служебная собака. Она очень громко лаяла. Зинченко надели каску, надели бронежилет, вывели из бусика. И что нужно сказать? Что, с одной стороны, группа поддержки Софии Особы, дочери Ирины Фарион, очень громко начали орать. Довічне, довічне. С другой стороны, надо сказать, что чуть потише, чем обычно, группа поддержки Вячеслава Зинченко начали тоже скандировать «волю, волю». Нужно заметить, что состоялся какой-то такой инцидент между группами поддержки. Но я что заметил, что с одной стороны, если входить в суд, с левой стороны стояла группа женщин, и причем с такими упитанными лицами, можно сказать, с пыками, да, такие пыки откормленные, и они орут. Причем глаза у них, не у тех, у которых пыки, да, там еще были молодые девушки, и глаза, совершенно отсутствующие, то есть так, как будто бы они наглотались таблеток. Конечно, можно было бы проверить, действительно ли они под наркотой или нет, но время ушло, но в следующий раз, если такое будет повторяться, то вполне возможно и проверка. Но, друзья, это с одной стороны. С другой стороны стоит группа поддержки Зинченко из женщин. И позади них, образуя такую коробочку, с одной стороны поддержка Фарион, между ними группа поддержки Зинченко, а сзади толпа с красно-черными флагами, которые, что делают? Они блокируют путь отступления группе поддержки Зинченко. И в процессе, так сказать, инцидента в группу поддержки Зинченко врываются два чудака. Один такой Боров, тоже с откормленной пыкой, а другой очкарик, но тоже, видать, не лыком шитый. И они начали провоцировать женщин из группы поддержки Зинченко. И женщины из группы поддержки Зинченко начали требовать от полиции, чтобы этих представителей группы поддержки Фарион вывели за пределы зоны, где располагаются женщины из группы поддержки Зинченко. Полиция как-то толпится, как-то неуверенно, не может оттеснить этого Борова и этого очкарика. И, как-то, наверное, до драки не дошло, но, извините, лица мужского пола вдруг начали нападать на женщин из группы поддержки Зинченко. Полиция там контролировала, но, наверное, все же не до конца она поняла, что происходит, да, и не до конца выполнила свои функции. Зинченко зашел в здание суда, что там было внутри, трудно сказать, наверное, провокация была организована из-за того, чтобы, не дать женщинам из группы поддержки Зинченко воспользоваться
телефонами для записи процесса судебного заседания. Но, тем не менее, мне стала доступна какая-то информация. Вот, и, ну, что там происходило? Туда зашли какие-то люди, одетые, ну, можно сказать, с иголочки, да? Они были одеты в вышиванки и подчеркнуто, значит, выпрямлены. Значит, ну, похоже, что это адепты греко-католиков. Они имеют такой наглый, самоуверенный вид. И когда они начинают говорить, особенно мужчина в очках, то слышно его иностранный акцент. То есть это он пытается говорить по-украински, но акцент ужасный. И видно, что это представители иностранной делегации. Поэтому вот как-то такая ситуация. И флаги правого сектора, то есть красно-черные, за спиной у группы поддержки Зинченко, тоже это, ну, создает такую напряженную обстановку. Поэтому, ну, что делать в таких ситуациях? Наверное, если полиция не справится, да, то есть она не справилась, потому что эти два Борова ворвались на территорию, где находятся женщины из группы поддержки Зинченко. И нужно иметь тогда при себе, ну, хотя бы оружие самозащиты, ну, например, электрошокер, да, чтобы успокоить, пока полиция там телится или жует сопли, да. Причем одна, да, действительно, женщина из группы поддержки начала кричать. Она кричала «шмаркля, шмаркля». Ну, то есть, кому она кричала? Наверное, полиции, да, что именно полиция жевала в это время сопли, да, вместо того, чтобы действовать, защищая права женщин из группы поддержки Зинченко. Вот, что там было в судебном заседании, ну, насколько я владею информацией, Зинченко объявил о том, что он плохо себя чувствует, и попросил сделать перерыв для того, чтобы пройти медицинское обследование. Судья удовлетворил его просьбу, и следующее судебное заседание было назначено через 2 дня, то есть на 1 мая. Ну, причем, наверное, это было неожиданным для адвоката Зинченко. Кто там присутствовал, то ли Немировский, то ли другой адвокат, я не знаю, но, значит, на 1 мая, то есть мы ждем продолжения суда. Зинченко вывели, значит, опять же, под крики и улюлюканье группы поддержки Софии Особы. И тут София Особа, ну, во всей своей красе, да, она начала выпендриваться, да, и говорить, что, дескать, Зинченко, ну, он саботирует, да, свое здоровье, да, то есть он в действительности не болен, он не может быть болен, он просто прикидывается. Говорит, раньше он сидел, ну, неизвестно, он или не он сидел в шляпе и в очках в 40-градусную жару, в футболке с длинным рукавом, а тут, значит, ему стало плохо. Но плохо Зинченко из-за пищевого отравления, вот насколько я в курсе дела. Что там происходит и кто там за это отвечает, это уже вопрос серьезный. Но заседание было перенесено, и видно, что такой напор, да, напор на суд, напор на группу поддержки Зинченко, напор на самого Зинченко, напор на адвокатов Зинченко, это уже, значит, признаки агонии стороны обвинения. И чтобы немножко охладить пыл этих агонирующих сторонников Софии Особы, значит, я вот решил сделать очередной шаг, который, быть может, несколько успокоит вот этих вот иностранных адептов в вышиванках и вот этих женщин с жирными пыками, которые орут довечно. Итак, я составил предложение на имя председателя Шевченковского районного суда города Львова от себя лично. И текст этого предложения такой, друзья.
Уважаемый председатель Шевченковского районного суда города Львова, я, как блогер и специалист в области права, освещаю судебный процесс в деле по обвинению Вячеслава Зинченко в убийстве Ирины Фарион. Рассмотрение дела, по сути, началось 26 февраля 2025 года с исследования доказательств. По информации, полученных мною от лиц, присутствующих на судебных заседаниях, 26 февраля 2025 года прокурор Львовской областной прокуратуры Петлеваный Дмитрий Иванович, который представляет сторону обвинения, вытащил флеш-носитель с видеозаписью осмотра места происшествия из запечатанного пакета, который он лично разорвал, и передал этот флеш-носитель секретарю судебного заседания для отображения. После того, как был объявлен перерыв с 26 февраля 2025 до 10 марта 2025, прокурор Петлеваны забрал носитель с видеозаписью следственного действия, осмотра места преступления и забор материалов для дорологической экспертизы с собой. А 10 марта, после перерыва 2025 года, передал этот флеш-носитель, вытащив его из кармана или из сумки, опять секретарю. При попытке отображения оказалось, что видеозапись повреждена. И это вызвало перерыв в заседании. Эти обстоятельства вызывают сомнения относительно того, что соблюдаются процессуальные нормы хранения и передачи материалов до судебного расследования и, в частности, оригиналов протоколов следственных действий, флеш-носителей и речевых вещественных доказательств. Соответственно, со статьями 99, 100, 223, 291, 317 Уголовного процессуального кодекса Украины, а также приказа номер 51/401/649/471/23/125 от 27 августа 2010 года о утверждении и введении в действие инструкции о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств в уголовных делах. После передачи дела в суд первой инстанции все материалы, включая протоколы, носители информации и вещественные доказательства, должны храниться в специально оборудованном помещении суда. Доступ к ним и какие-либо действия, в частности распечатывание пакетов, должны осуществляться работниками суда под контролем судьи, а не прокурором, чтобы предотвратить риски повреждения или фальсификаций. Обращаюсь к вам, как руководителю судебной администрации, ответственного за соблюдение процессуальных норм, в том числе и относительно места хранения доказательств во время судебного следствия. И прошу, первое, провести проверку факта передачи Шевченковскому районному суду города Львова всех материалов до судебного расследования, включая оригиналы протоколов следственных действий, флеш-носители с видеозаписями, вещественное доказательство и другие материалы в деле по обвинению Вячеслава Зинченко по состоянию на начало рассмотрения дела по сути 26 февраля 2025 года и по настоящее время. Второе. Установить, хранились ли указанные материалы в специальном помещении суда, как этого требуют статьи 99 и 100 Уголовного процессуального кодекса Украины и приказ номер 51/401/649/471/23/125 от 27 апреля 2010 года. Находились ли они в здании Львовской областной прокуратуры, откуда доставлялись прокурором Петлеваным в суд, что может свидетельствовать о нарушении процессуального порядка. Ответ прошу мне
прислать на мою электронную почту. Дата, подпись. Вот такое предложение я направил председателю Шевченковского районного суда города Львова. Надеюсь, что председатель суда должным образом среагирует на это мое предложение. Что там будет дальше? Ну, посмотрим, друзья. Спасибо вам за внимание. С вами был Валерий Табаков. До новых встреч.